Чудовищных размеров танк выбирался из лощины. Он полз на подъем рывками, буксуя в песке. Радировал с левого фланга майор Коробов. «Идут». Именно так описал встречу с танками «Королевский тигр» командир 53-й гвардейской танковой бригады полковник ВС Архипов в своих воспоминаниях. «Тигр-2» или «Королевский тигр» являлся, пожалуй, одним из самых тяжело бронированных и защищенных танков Второй мировой войны, и для такого танка и орудие должно было быть соответствующим. Вот о нем как раз мы сегодня и поговорим. В своем недавнем ролике я рассказывал об истории создания противотанковой пушки ПАК-43, но мало кто знает, что именно она заложила основу для танковых орудий столь грозных машин. Танкостроители заинтересовались ПАК-43 еще в самом начале ее создания. Уже в марте 1942 года фюрер потребовал создать САУ, вооруженную такой артсистемой. 21 июня 1942 года последовало распоряжение проработать возможность установки ПАК-43 на танк «Тигр», но сделать это не получилось. Пушка была слишком массивной и громоздкой, а поэтому ей требовалось новое шасси. В конце 1942 начале 1943 года было решено использовать разработанное орудие для установки на новом тяжелом танке, впоследствии известном как «Тигр-2», а также на серии новых разрабатываемых машин, охотников на танки, Насхорне, Фердинанде и Ягд-Пантере. Так как пушка ПАК-43 была весьма внушительным орудием, а длина ее ствола составляла 71 калибр или 6428 мм, то и платформы для нее выходили весьма громоздкими. Впервые в германской армии не орудие разрабатывали для платформы, а платформу для нового орудия. На этом моменте стоит внести некоторую ясность. В германской армии для варианта ПАК-43, модернизированного для установки на танк, было сразу принято обозначение КВК-43. Для САУ-уничтожителей танков первоначально было выбрано обозначение СТУК-43, однако затем его поменяли на исходное ПАК-43, добавив индексы, обозначавшие версии для каждой конкретной машины. Первой платформой, принявшей на борт ПАК-43, стал Насхорн, который к тому моменту был почти завершен как проект. Орудие для него в итоге и получило первый индекс 43-1. Фердинанд получил второй. Два индекса в результате достались Ягд-Пантере 43-3 и 43-4, как самый последний из разработок. По результатам испытаний и использования в бою стоит отметить, что самоходные версии орудия ПАК-43 имели те же проблемы, что и буксируемые. Так, трудности с быстрым износом ствола, что были отмечены у буксируемой ПАК-43, были аналогично решены разбиением моноблока ствола на две составные части. Проблемы это опять же не решало, но позволяло заменить изношенные части максимально быстро. У версий 43-1 и 43-2 были стволы-моноблоки, а уже с третьей орудия изначально имели составной ствол. Новое орудие вполне оправдало пожелания танкистов вермахта, а в чем-то даже их превзошло. КВК-43Л-71 по своему бронепробитию значительно превосходила свою предшественницу КВК-36Л-56, стоящую на «Тигре-1». Сравнивая их характеристики, легко заметить превосходную бронепробиваемость пушки на всех реальных дистанциях боя, а также увеличенную точность стрельбы за счет более высокой скорости боеприпаса при выстреле. Длинный ствол и большая мощность порохового заряда в гильзе давала снаряду отличную настильную баллистику, которая значительно упрощала поражение целей. Однако, как всегда, были и недостатки. Длинный ствол орудия, который весьма выдавался за габариты машины, накладывал определенные ограничения по транспортировке, а также при передвижении по пересеченной местности или в лесу. При продвижении по такой территории был шанс погнуть орудие, либо в него могла попасть земля, если танк или САУ съезжали со склона. Не заметив это, экипаж мог неожиданно столкнуться с разрывом ствола. Конечно, это не было проблемой только этого орудия, но при такой длине ствола ее нельзя было просто игнорировать или относиться безответственно со стороны экипажа. Для орудия, исходя из его повышенных характеристик рабочего давления в канале ствола, были разработаны новые боеприпасы, такие как Панцергранате 39-43. Они были почти точной копией боеприпасов для пушки КВК-36, но с более широкими относительно калибра ведущими поясками, а также удлиненной гильзой. Огонь разрешалось вести обоими типами снарядов, но на стрельбу старыми боеприпасами накладывалось ограничение – не более 500 выстрелов на орудие.
Иначе ствол орудия изнашивался гораздо быстрее и при стрельбе уже новыми боеприпасами приводил к потерям давления при выстреле. Действие фугасных боеприпасов танковой пушки КВК-43 в калибре 88 мм весьма ограничивало круг задач, которые могли выполнять машины, ей оснащенные. Впрочем, что Тигр-2, что уничтожители танков были в первую очередь спроектированы для борьбы с вражеской бронетехникой, поэтому для них это не было столь большой проблемой. Дороговизна и сложность изготовления также наложили определенные ограничения на массовое производство. Впрочем, это относилось и к машинам, созданным под эту пушку. По итогам производства Насхорнов построили 473 штуки, Фердинандов и Элефантов 91, Яхт-Пантер 415 штук, а Тигров-2 492. Всего машин, оснащенных ПАК-43 или КВК-43, было 1471 штука. Их сравнительная малочисленность не позволила немцам насытить свою армию достаточным количеством такой бронетехники для эффективного сдерживания фронтов. Как танковая пушка КВК-43 в целом показала отличные показатели бронепробития и точности, эффективно уничтожая бронетехнику противника. Но как-то серьезно отсрочить или повлиять на исход войны не смогла ни она, ни машины, что создавались специально под нее. Друзья, если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк, а также нажать на колокольчик.